То есть, если кто-то из вас, присутствующих здесь, не относится к этой категории учеников или кандидатов в ученики или ученицы, но вы, пожалуйста, можете оставаться, но, пожалуйста, имейте в виду, что ответы будут адресованы вот этим преданным ученикам и кандидатам в ученики. And as I have understood, the questions have come also from those devotees in one of those two categories. И, насколько я понимаю, вопросы, которые пришли ко мне, также были заданы теми преданными, которые являются либо учениками, либо кандидатами в ученики. Also, I'm going to take these questions and answer them according to my own priorities. И я буду отвечать на эти вопросы в соответствии с собственной системой приоритетов, which I think would be relevant for those of you, most of you. И я думаю, что эта система приоритетов также будет Because I may not be able to answer all the questions. Актуальна всем вам, и я не смогу, может быть, ответить на все эти вопросы. So I'm selecting those which I feel would benefit everyone the most. Поэтому я выбрал из них те, которые Answers of which would benefit. Ответы на которые, по моему мнению, принесут максимально благо всем. And depending upon the availability of time, well, we may be able to get the other ones too. И в зависимости от того, сколько у нас времени уйдет на ответы на эти вопросы, может быть, и на другие также останется. First question. Первый вопрос. I hear this question a lot. Я часто встречаюсь с этим вопросом. A lot of devotees these days cite Srila Prabhupada, which are used sometimes to prove points that contradict each other. Yes, I'll read it all in its entirety. Unless you want to read it all. No need, unless other people who are listening to this don't speak Russian. There are a few devotees on podcast. Then I should read them. Oh. Maybe one or two. Well, they also go on the website. Okay, yes. How to understand and properly use Srila Prabhupada's quotes from different sources? Is there a hierarchy among them? Вопрос. Сейчас очень многие преданные ссылаются на цитаты Шрилы Прабхупады. Иногда цитаты, которые используются ими в доказательство, противоречат друг другу. Как правильно понимать и использовать цитаты Шрилы Прабхупады из разных источников? Есть ли какой-то приоритет? I say a lot of devotees ask this question because there's oftentimes confusion, because even amongst many senior devotees it seems there are different opinions about things Prabhupada said. Я часто слышу этот вопрос, потому что, похоже, даже среди старших преданных возникает иногда разногласие по поводу того, что сказал Шрила Прабхупада. Они приводят доказательства цитаты также Шрилы Прабхупады. In fact, sometimes I sit in GBC meetings for several hours where there are discussions by the leading members of our society, the GBC members, who are discussing for several hours things that Srila Prabhupada said. Иногда я сижу на заседаниях GBC, на которых старшие преданные лидеры нашего движения, ученики Шрилы Прабхупады, часами обсуждают и выясняют, что же на самом деле сказал Шрила Прабхупада. And we are trying very hard to ascertain how would Prabhupada deal with a particular situation that we have to deal with according to time, place and circumstance. И мы тратим это большое время, чтобы выяснить, как же нам поступить в какой-то конкретной ситуации, как бы поступил на нашем месте Шрила Прабхупада в соответствии с временем, местом и обстоятельствами. Based not only upon what Prabhupada said, but what Prabhupada did. И мы при этом основываемся не только на понимании того, что сказал Шрила Прабхупада, но также на понимании того, что он делал сам. Because sometimes Prabhupada would say something in a particular situation, but did something different. Потому что иногда Шрила Прабхупада вел себя определенным образом в одной ситуации, а потом в той же самой ситуации вел совсем иначе. Now that may sound like a contradiction, but really it's not. Это может казаться противоречием, однако это не является таким противоречием. Because we have to understand the circumstances which Prabhupada may have said something. Потому что мы должны понимать обстоятельства, при которых Шрила Прабхупада сказал то или иное свое утверждение. And that's why I oftentimes I'm
very careful about taking things that Srila Prabhupada said in his letters, for instance. Поэтому я очень осмотрительно отношусь к цитированию, например, высказываний Шрилы Прабхупады в его письмах. Although according to our modern technology, we have all of Srila Prabhupada's letters available in our movement. Хотя современная технология позволяет нам иметь доступ ко всем письмам, которые написаны Шрилой Прабхупадой, а эта возможность есть у всех членов нашего движения. And with a few punches in a keyboard, we maybe come up with an immediate answer that Prabhupada said in 1968. И нажав несколько клавиш на компьютере, мы можем получить, например, все письма, все цитаты, которые Прабхупада произнес в 1968 году, допустим. Something he said in 1973. Например, или что-то он сказал в 1973 году, мы можем с легкостью собрать все эти цитаты. We may come up with 10 references that Prabhupada said on a particular topic over a span of 12 years. Например, мы можем с легкостью найти все 10 мест или ссылок в утверждении Шрилы Прабхупады на какую-то конкретную тему, которую он произнес на протяжении всех 12 лет. And we may see that Prabhupada said one thing earlier, but said something different about the same topic later. Например, Шрила Прабхупада раньше сказал на эту тему одну вещь, сделал одно высказывание, потом немного спустя он сказал совсем иное по этому поводу. That may be in a conversation, it may also be in a letter. И эти цитаты могут прозвучать, или высказывания могут прозвучать как в письме, так и в личном частном разговоре. Or it may even be in a lecture. Или даже на лекции. Because sometimes Prabhupada said something in lectures according to time, place, and circumstance also. Потому что иногда, соответственно, Шрила Прабхупада делал также определенное утверждение в соответствии с местным временем, обстоятельствами на лекции. But most significantly are his letters. Но мы сейчас говорим о его письмах. Because we don't know what the question was in most cases that Prabhupada was answering. Особенно относится к письмам, потому что мы не знаем, на какой конкретный вопрос и на какое конкретное письмо отвечал Шрила Прабхупада своим ответом. And without knowing the question, it's very difficult to really take the answer and apply it universally. И мы не можем, не зная контекста, не зная вопроса, который был задан Шриле Прабхупаде, брать его ответ на этот неизвестный для нас вопрос и применять его как универсальное высказывание истины во всех случаях жизни. For instance, Prabhupada once instructed a devotee, and it's been recorded, you should read all day. Например, одному преданному однажды Шрила Прабхупада сказал, и этот ответ попал в запись, он сказал одному преданному, ты должен весь день напролет читать. And he said, just don't do anything else, just study my books. Ничем больше не занимайся, просто изучай мои книги. Through the database, we find, Prabhupada said, И мы нашли это утверждение в database, сказали, вот, смотрите, Прабхупада говорит, нужно весь день изучать его книги, смотрите, это же ясно говорит. Are you going to say I can't study books all day? Prabhupada said. То вы будете мне говорить, что я не могу читать книги весь день. Прабхупада же говорит, что можно и даже нужно. Time, place, and circumstance. Время, место и обстоятельства. I remember in 1975, Prabhupada wrote a letter to my godbrother Sri Govinda. Помню, в 1975 году Шрила Прабхупада написал письмо моему духовному брату, которого зовут Шри Говинда. He told him that he wanted all the devotees in the temple to go out and to leave one devotee back to do all the deity services, cooking, offerings, everything. Он написал Шри Говинде в 1975 году, что хотел, чтобы все преданные покидали храмы каждый день и выходили на улицы, и чтобы в храме оставался только один преданный, который бы закрывал все виды служения, связанные с божествами. То есть он готовил для них, переодевал их, предлагал бы им пуджу, а все остальные были бы на улице. And the deities that were being worshipped were Kishore, Radha Krishna deities. А это были божества Шри Рада Кришны, или Кишор. At that time, Radha Krishna deities were getting 6 offerings a day. В то время божествам Рада Кришны предлагали 6 подношений в день. Minimum 6 offerings, 6 artis. Это был минимум 6 арас и 6 подношений. So he told all the devotees should go out and distribute my books, leave one devotee back to worship. И он сказал, все преданные должны выходить на улицу, распространять мои книги, а божествам должен поклоняться один преданный, который можно будет оставить в храме. And I remember that letter was circulated all over the movement. Я помню, что это письмо очень быстро разлетелось по всему движению. Especially in North America. Особенно в Северной Америке. And devotees were thinking, Prabhupada said everybody should go out, only one devotee back. You're Maya if you're not willing to do all the artiques, all the offerings, all the cooking, everything. И Прабхупада, эти преданные говорили, вот смотрите, Прабхупада же сказал, что нужно просто одного пуджари на все
фронты оставлять в храме. И если ты не желаешь поклоняться божествам, таким образом подготовить для них все подношения, поклоняться, проводить все арати, ты просто в маре. Все должны выходить на улицу, книги распространять. So Prabhupada said something to Sri Govinda according to time, place and circumstance, and immediately all the devotees were just universally applying. Шрила Прабхупада сказал это Шри Говинде, сказал это в соответствии с местом, временем, обстоятельствами, но преданные, не знавшие об этом контексте, сразу применили его, сделали из этого высказывания универсальное наставление для всех. But it's hard if you don't know the circumstances under which Prabhupada made that statement. It's hard to use it as evidence for a universal application. Но очень сложно, не зная контекста, в котором прозвучало конкретное высказывание Шрилы Прабхупады, делать из него абсолютно универсальный принцип. I remember in 1973 I was listening to a class by my godbrother Ниранджана Свами. Помню, в 1973 году я слушал лекцию моего духовного брата Ниранджана Свами. And he was using a very nice analogy, which I remember to this day. До сих пор помню ту аналогию, которую он использовал в своей лекции. He said, he used the example that spiritual masters like the captain of the ship. Это была аналогия, описывающая духовного учителя как капитана корабля. In fact, Bhagavatam even uses that verse, we accept you as the captain of our ship. Именно этими словами говорит о духовном учителе Бхагаватам. Там говорится, мы избрали тебя капитаном нашего корабля. So the captain of the ship, he's supposed to be the person who has the best picture of where the ship is going. Капитан корабля должен иметь наилучший обзор курса своего плавательного судна. And the navigators and the boatsmen and everyone else who's steering the boat, they're below, but the captain, he's above. He can see everything. Все навигаторы, лоцманы, все другие члены команды корабля, они находятся уровнем ниже, они имеют свой ограниченный обзор. Однако капитан находится над ними всеми и имеет самый ясный и широкий обзор. So the captain, out in the distance, he sees a dangerous object. И поэтому, находясь в таком положении, капитан может видеть с большого расстояния опасный объект, к которому приближается корабль. And he says to the crew below, turn left. И он говорит о своей команде, которая располагается над ним на нижней палубе, поворачивайте влево. So the crew turns left. И команда поворачивает корабль влево. And the captain then says, no, turn right now. И затем капитан говорит, а теперь поворачивайте направо. Crew says, okay, turn right. И они поворачивают направо. Now back to the left. Теперь снова налево. All right, back to the left. Хорошо, налево, так налево. So the crew may stop and say, what are you doing? You just told us to turn right and now you're telling us to turn left? И эта команда может взбунтоваться, сказать, что он вообще нам говорит, то направо, то налево. Yes, because he sees what's at the distance and he wants to avoid a very dangerous object. Да, он говорит так, потому что он очень хорошо видит опасные объекты, к которым приближается корабль, и хочет их избежать. So Srila Prabhupada simply gave certain instructions according to time, place and circumstance. Okay, turn left. И точно так же Шрила Прабхупада давал различные наставления в зависимости от времени, места и обстоятельств. Он говорил, например, поворачивайте налево. One time he refused to let the devotees to go out distribute books in Western clothes. Например, однажды он сказал преданным, что запрещает им и не разрешает им выходить на улицы в западной одежде и распространять книги. But then at a later time, Srila Prabhupada said, okay, it's all right to go out in Western clothes. Но в другое время Шрила Прабхупада сказал, нет, нормально, можно выходить в обычной одежде, западной одежде, распространять книги на улице. But then he gave other instructions about how the devotee should behave when distributing his books. Затем он также давал другие наставления, касавшиеся того, как преданный должен вести себя, распространяя книги Шрила Прабхупады. So the point is, he gave many instructions according to time, place, and circumstance, because that's the position of an acharya. Суть в том, что Шрила Прабхупада давал множество разных наставлений в зависимости от времени, места и обстоятельства, и к этому его обязывало положение ачарьи. Now that doesn't mean that we just simply throw out everything Prabhupada said. Это не означает, что мы вообще тогда имеем право пренебрегать всем тем, что сказал Шрила Прабхупада. Let's say that we can't use that as evidence anymore. Что мы можем отбросить все высказывания Прабхупады, и мы можем не считаться с ними как с доказательствами. No, certainly the devotees who've served Srila Prabhupada, understood his mood, understood his instructions, understood his heart, they can take his instructions, but they also have guru, shastra, and sadhu as well.
Несомненно, преданные, которые служили Шриле Прабхупаде, они понимают, в сердце они понимают его наставления, понимают обстоятельства, в которых прозвучали те или иные наставления. Но это не отменяет необходимости прибегать к гуру, шастрам и саду. In other words, Prabhupada may have said certain things according to time and place, but how much does that also line up with what the Shastra says and what the previous acharyas have also said? Несомненно, Шрила Прабхупада говорил какие-то вещи в контексте времени, места, обстоятельств, но мы также должны понимать связь между тем, что говорил Шрила Прабхупада, с наставлениями шастр, гуру и ачарьи. And thus Srila Prabhupada specifically said, okay, I've decided to do this even though the previous acharyas haven't done it. Но за исключением тех случаев, когда Прабхупада говорил, да, раньше предшествующие ачарьи так не говорили, но теперь я так говорю, так должно быть. For instance, in the Gaudiya Math, there was never a question of a woman living in a temple, in an ashram. Например, в Гаудия Мат не было даже и речи о том, что позволяет женщинам жить в ашраму. Prabhupada did many things different that hadn't been done previously by acharyas. Шрила Прабхупада сделал множество из того, что никогда не делали ачарьи раньше, в прошлом. He said they will criticize me for marrying my disciples. Why is the sannyasi getting involved in marrying his disciples? Например, Шрила Прабхупада говорил, что он ожидал, что подвергнется критике за то, что устраивал семейную жизнь своих, свадьбы своих учеников. И он сказал, что раньше этого никто не делал, а я этим занимаюсь, и я не буду говорить, а что за санньяси такой, который женит своих учеников. But he specifically said that he's doing it according to time, place, and circumstance. Но он при этом сам отмечал, признавал, что делает это в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. And even though some previous acharyas did not do it, he was making the decision to do it because ultimately he always emphasized it was spreading Mahaprabhu's mission. И хотя предшествующие ачарьи этим не занимались, но Шрила Прабхупада говорил, что да, я этим заниматься буду, потому что это помогает нам распространять миссию Шри Чайтанья Махапрабху. So the point is that we have to be very, very careful in taking Srila Prabhupada's instructions and utilizing it to justify something that we may want to do. Суть в том, что нам нужно очень осмотрительно подходить к применению наставлений Шрилы Прабхупады и особенно осмотрительно к тому, чтобы не оправдывать ими, этими цитатами, то, что мы сами хотим делать. We have to be able to see the big picture. Мы должны развить способность видеть широкую картину. And sometimes we just don't see the big picture. We see only those things that are really that I'm most concerned about. Мы иногда забываем об этой широкой картине, целостной картине происходящего. Вместо этого мы озабочены тем, что сами считаем важным и правильным. Prabhupada would oftentimes quote the verse Takol Pratishta Shrituyor Vibhinana Savrishan Nasam Matam Manavinam Dharmasya Tattvam Vihitam Kuhayam Bahajano Yinakata Sapanta. He would quote that verse that dry arguments are inconclusive. Шрила Прабхупада очень часто цитировал этот стих из Махабхарата, в котором говорится, что такие сухие аргументы, они не приводят ни к каким конкретным выводам. That one philosopher may say one thing and another philosopher may say something completely different. They always have differing views. But otherwise, how could they be recognized as a great philosopher? Один философ может утверждать одно, другой другое, и у них нет какого-то общего согласия по поводу того, о чем они говорят, потому что если бы у них такое согласие было, никто бы из них не смог прослыть великим философом. That's how they become recognized as great philosophers, because they have a different philosophy than somebody else. Поэтому они слывут великими философами, у них своя философия, которая отличается от всех других. So they argue amongst themselves what is the conclusion of philosophy. Поэтому они все время спорят друг с другом о этих философских выводах. So it's not just being a philosopher which enables one to understand the conclusions of scripture. Поэтому быть философом еще недостаточно для понимания выводов Писания. The conclusions, the siddhanta, the conclusions that are consistent with the previous acharyas and with Krishna's will. То сиддханта, те окончательные выводы священных писаний, которые соответствуют и согласуются и с учением предыдущих ачарьев, и также с наставлениями Господа Шри Кришны. Therefore, dharmasya tattvam nihitam guhayam mahajano yinakata sapata. That the solid truth of religious principles are therefore hidden in the heart of an unadulterated devotee of the Supreme Lord. Поэтому такие непоколебимые истины священных писаний кроются в сердцах таких совершенно чистых душ, великих душ Маханы. Therefore, one should accept whatever path the previous Mahajans have left behind for us to follow. Поэтому нужно следовать тому пути, который протарили для нас и оставили после себя великие Махаджаны, чтобы мы следовали за ним. We say that, yes, it's one thing to take what Srila Prabhupada said, but we also have to take it in the context of what did Srila Prabhupada do.
Поэтому да, конечно, мы должны считаться с тем, что говорил Шрила Прабхупада, но должны относиться к его словам и наставлениям в контексте того, что он сам делал. He may have said one thing at one time and something different at a different time, but what did he actually do? Он мог сказать одно в одних обстоятельствах, другое в других обстоятельствах, но как он вел себя на самом деле сам? And that is an acharya. Это ачарья. Acharya, what he says and what he does have to be seen in a consistent way. И слова ачарьи, его поступки должны рассматриваться как согласующиеся последовательно друг с другом. If we want to try to take the position of an acharya ourselves, если мы попытаемся сами занять положение ачарьи, and imitate the acharya to say, I know exactly what the solid truth of religious principles are, и заявлять от своего собственного имени, я знаю на самом деле, каковы окончательно непоколебимые выводы Священного Писания. We have to be prepared to follow in the footsteps of the previous acharyas by strictly following their example and their instructions both. Мы должны следовать, на самом деле, наставлениям предшествующих ачарьи, следовать по их стопам, и в том, что они говорили, и в том, что они сами делали, и как себя вели. And if our heart is not so clean, it may not be so easy to ascertain what is it that the acharya wants us to do in this particular situation. Если сердца наши недостаточно чисты, то мы так и не сможем убедиться в том и понять то, что ачарья хотел от нас в каждой конкретной ситуации. Recently I was sitting in a GBC meeting and I suggested to my GBC godbrothers, we were discussing one particular point about a decision we had to make. Недавно мы во время собрания GBC обсуждали с моими духовными братьями GBC конкретное решение, которое ожидалось от нас в конкретных обстоятельствах. And there were differing opinions. И существовали разногласия по этому поводу. Some were pulling out evidence of the previous acharyas, some were pulling out evidence of the scriptures, some were pulling out evidence of what Prabhupada said. Некоторые цитировали высказывания предшествующих ачарьи, некоторые высказывания Писаний, а некоторые цитировали самого Шрилу Прабхупаду в этой связи. I made a suggestion. We have 3 days for this discussion. 2 of those days, one day we should all chant 64 rounds together, and the next day we should have kirtan for 12 hours. И я предложил им, что поскольку у нас отведено было на это обсуждение 3 дня, я предложил им в первый из этих дней прочитать 64 круга всем участникам этого обсуждения, а во второй день в течение 12 часов все вместе петь киртан. And then on the third day we can discuss and make a decision because we'll be in the best consciousness. А на третий день мы смогли бы тогда по-настоящему быть готовыми к этому обсуждению и принять какое-то решение, потому что мы бы находились на самом лучшем уровне сознания для этого. Anyways, my proposal wasn't accepted, but that's beside the point. Но к моим предложениям не согласились, но это уже не имеет отношения к делу сейчас. Obviously, I'm not potent enough to convince them all that it was a logical way to approach the issue. Очевидно, мне не хватило силы и могущества, чтобы убедить их всех в том, что именно таким образом лучше всего подходить к решению этого вопроса. So I just surrendered to the course of events that our leaders took us to for deciding the issue. И я согласился и послушно последовал решениям нашего руководства, которые для нас определили метод обсуждения этого вопроса. But the point is look how much energy is being put into applying what Prabhupada said by the leaders of our movement. You mean it's a question how much energy? No, just look at how much energy we're spending 3 days discussing one topic. Посмотрите, вот этот пример очень хорошо иллюстрирует, сколько много энергии мы готовы потратить и тратим для того, чтобы понять, что именно хотел от нас Шрила Прабхупада, основатель нашего движения, и каким его наставлениям, и как мы должны следовать. And some new devotee is going to do a quick run on the database and say to his godbrother or to somebody, Prabhupada said, Prabhupada said, Prabhupada said. И какой-то преданный, совсем новый, тут несколько клавиш нажимает на клавиши компьютера, заглядывает в database, и потом всем тычет носом. Вот смотри, Прабхупада сказал, это здесь, а это здесь. As if it's the absolute truth, and if you don't surrender, you're in Maya. Как он представляет это как абсолютную истину. Если ты не признаешь эту абсолютную истину, не считаешь с ней, ты в мае. People are very quick to take Prabhupada said, Prabhupada said, Prabhupada said. Люди очень скоропалительно прибегают к таким заявлениям, что Прабхупада сказал то или это. And to force it down people's throat, Prabhupada said, Prabhupada said. И пытаются насильно скармливать эти высказывания, Прабхупада сказал всем остальным. But we should look in our heart as what is my motive for pushing this Prabhupada said. Но мы должны загнуть себе в сердце и понять, а какой мотив движет мною, когда я говорю, Прабхупада сказал. He may have said, but
under what circumstances did he say it? And what did he do in relationship to what he said? Может быть, он и сказал так, но при каких обстоятельствах прозвучали эти высказывания, и какие мотивы двигали Шрила Прабхупаду в этот момент, когда он сказал эти вещи. So then the other part of the answer to this question is learning how to respect everyone. Поэтому еще один ответ на этот вопрос заключается в способности уважать всех. Because that's also a very important element for actually coming to a very positive conclusion about something Prabhupada may have said. Потому что это еще один очень важный элемент нашей способности по-настоящему понять, что сказал Шрила Прабхупада, что мог сказать. That we should learn how to respect others, and even though they may have certain convictions, we shouldn't try to create enmity because they have a particular conviction about what something else Prabhupada said. И мы, как-то укрепляясь в каком-то мнении, взгляде по поводу того, что сказал Шрила Прабхупада, не должны позволять нашей убежденности создавать вражду с другими преданными, просто потому, что у них другие выводы по поводу тех же самых цитат или других высказываний Шрила Прабхупады. In other words, Prabhupada's says are not for creating enmity between devotees. Другими словами, эти Прабхупада сказал, не должны приводить к вражде между преданными. Prabhupada didn't say anything for the purpose of creating enmity between devotees. Прабхупада ничего не говорил никогда, что должно послужить было вражде между преданными. So why should we take what Prabhupada said and use it to create enmity between devotees? Так как же можем мы, какое право мы имеем использовать то, что якобы сказал Шрила Прабхупада, чтобы вносить раздор и вражду между преданными? Of course, under certain circumstances, we may have to take a strong position. Разумеется, в каких-то конкретных обстоятельствах мы должны занимать непримиримую позицию. But best position to take is to follow in the footsteps of the previous acharyas. Но самая лучшая позиция, которую мы можем занять, это следовать по стопам предшествующих ачарий. And to take shelter of those who have assimilated Prabhupada's instructions and follow their instructions. И принять прибежище у тех, кто впитал в себе наставления Шрилы Прабхупады, и следовать наставлениям этих преданных. And in this way, we can avoid disrespecting others in the name of Prabhupada said. Так мы можем избежать риска неуважения по отношению к другим преданным под предлогом того, что Прабхупада что-то сказал. I took more on that than I actually anticipated. Я потратил больше времени на ответ на этот вопрос, чем ожидал. Actually, part of the question is there a hierarchy? И также частью этого ответа прозвучал вопрос, частью вопроса, вернее, было, есть ли какие-то приоритеты или иерархия в этих? The question was how to understand and properly use Srila Prabhupada's quotes from different sources. Is there a hierarchy among them? Вопрос, как правильно понимать и использовать цитаты Шрилы Прабхупады из разных источников, есть ли какой-то приоритет среди них? Hierarchy, Prabhupada said in his books, is most. Самое главное, самое веское доказательство то, что Прабхупада говорит в своих книгах. What he put in his books, that we should accept as То, что what Prabhupada left for the next 10,000 years. Шрила Прабхупада сказал в своих книгах, это то, что Прабхупада хотел оставить на протяжении последующих 10 тысяч лет. And there's even some discussion about some of the things Prabhupada put in his books. Но даже по этому поводу есть какие-то определенные разногласия, обсуждения о том, что Прабхупада хотел сказать в своих книгах. Because some of the people are questioning if the editors really understood what Prabhupada said. Потому что некоторые подвергают сомнению способность редакторов книг Шрилы Прабхупады понять, что на самом деле Прабхупада хотел сказать в своих книгах. So there's even discussions on that level about things that are in Prabhupada's books. Поэтому даже на этом уровне существуют определенные обсуждения, дискуссии между преданными о том, что же Прабхупада хотел сказать в своих книгах. But in principle, Prabhupada said his books should be considered as the best, as the highest authority. Но Шрила Прабхупада, как принцип Прабхупада, сказал, что он хотел, чтобы его книги были высшим доказательством, источником таких доказательств или утверждений. And then, as far as following the hierarchy is concerned, we should also look to those who we feel best embody Srila Prabhupada's teachings and have understood them and applied them with full conviction and faith. И мы также, как такой источник, важный источник утверждений или доказательств того, что Прабхупада хотел сказать, и сказал, мы должны смотреть на тех, кто в нашем представлении наилучшим образом воплощает в себе наставления Шрилы Прабхупады, воплощает его, эти наставления также в своей преданности его миссии, следовать их наставлениям и принимать прибежище у них. That has to also be considered in the hierarchy of understanding Prabhupada, things that Prabhupada said. Мы должны также этот элемент включить в нашу иерархию источников наставлений Шрилы Прабхупады, того, что он сказал. Then, of course,
If we're not careful, we may take something that somebody that we have a lot of faith in said about what Prabhupada said, and then use that as an argument against somebody who doesn't have the same source of information. И, разумеется, мы также можем в данном случае, приняв наставление или слова кого-то, в кого мы имеем такую очень твердую веру, и полагаясь на его слова о том, что Шрила Прабхупада сказал, использовать его слова против тех, у кого такого источника информации нет, как у нас. Oh, my Guru Maharaj said. Мой Гуру Махарадж сказал. Why are you doing that? My Guru Maharaj said this. Почему my Guru Maharaj said that. Почему ты это делаешь? Мой Гуру Махарадж сказал это, а мой Гуру Махарадж сказал вот то. Fortunately, this is Kali Yuga, and people will look for different reasons to quarrel. К сожалению, сейчас Кали-юга, и люди просто ищут поводов для ссор. And therefore, Prabhupada said that even amongst society of Vaishnavas, there may be different opinions. И поэтому Шрила Прабхупада сказал, что даже среди преданных, различных преданных, возникают разногласия. Prabhupada in the commentary to a verse about the Prachetas, when the Lord actually gave a benediction to the Prachetas, bestowed a benediction upon them because they were united in devotional service. Среди преданных нашего движения Шрила Прабхупада говорит об этом в своем комментарии к одному стиху, описывающему деяния прачетов. Господь явился прачетам и приложил им свое благословение, потому что был очень доволен их сплоченностью в служении Ему. And Prabhupada said in the commentary that the Lord is inclined to give benedictions to the devotees when they're united in devotional service. И Шрила Прабхупада говорит в своем комментарии, что Господь очень благосклонен тем преданным, которые объединены, едины в служении Ему. He said, but sometimes, unfortunately, even in the society of devotees, we see that there is disunity. Но иногда, говорит Шрила Прабхупада, к сожалению, мы видим, как даже среди преданных возникают разногласия. But he said, in Krishna consciousness, there is no disunity. Но в сознании Кришны, говорит Шрила Прабхупада, места для разногласий нет. But sometimes we see in a society of people who are quote unquote Krishna conscious, there's disunity. Однако иногда в так называемом сознании Кришны у людей возникают раздоры и разногласия. He said, but this unity exists because of some material leaning. Но такая разобщенность между преданными возникает из-за их материальных склонностей. So we have to be very careful that we don't lean towards material attachments and create disunity. Поэтому мы должны быть очень осмотрительными, чтобы не питать себе эти склонности к материальным наслаждениям и тем самым не порождать вражду между преданными. In Krishna consciousness, there's no disunity. В сознании Кришны места для разобщенности нет. There may be different opinions. Могут быть разные мнения, but there's no disunity. но нет места разобщенности. And Prabhupada also explains that. И Шрила Прабхупада объясняет это. He explained it actually in I'll try to find it quickly. Я постараюсь быстро найти место, где Прабхупада говорит об этом. It's 7th canto. We were just reading it the other day, right? Это 7-я песня Шримад Бхагаватам, мы недавно читали этот текст. 5th chapter, 12th verse. 5 глава, текст 12. 7, 5, 12. He says that everyone should be friendly for the service of the Lord. Ради служения Господу все должны питать дружелюбие по отношению к другим. Everyone should praise another's service to the Lord. И нужно также прославлять служение других преданных Господу. And not be proud of his own service. И не гордиться при этом своим собственным служением. This is the way of Vaishnava thinking. Вот так, таков ход мысли свойственен Вайшнаву. Vaikuntha thinking. Это умонастроение Вайкунтхи. There may be rivalries and apparent competition between servants in performing service. Между слугами в процессе совершения служения могут возникать какие-то несогласия или соперничества. But in the Vaikuntha planets, the service of another servant is appreciated and not condemned. Однако на Вайкунтхе все ценят служение других слуг Господа, никогда это служение не поносят. This is Vaikuntha competition. Это умонастроение, это состязание, соперничество Вайкунтхи. I was just listening to a morning conversation just a few days ago. Несколько дней назад я слушал запись утренней беседы с Шрилой Прабхупадой. Prabhupada was talking about his book publication and distribution. Шрила Прабхупада обсуждал на этой утренней прогулке печатание и распространение его книг. And devotees in America had produced a result which was better than what the devotees in England had produced. И преданные в Америке добились в этом более
впечатляющих результатов, чем в Англии. And Prabhupada made some comment, are you going to let him do that to you? И Прабхупада говорил, неужели ты позволишь, чтобы с тобой вот они так обошлись, как тебя обставили? He was invoking competition. Он, другими словами, как бы побуждал преданных, подстрекал их к соперничеству. But at the same time, he actually said that yes, there's competition in the spiritual world. И в то же самое время он сказал, да, есть место соперничества в духовном мире. But in spiritual competition, everybody appreciates the service of others. Но в духовном мире, состязаясь друг с другом, преданные на самом деле ценят служение других. Material competition means to push others down. Потому что материальное соперничество приводит к тому, что люди пытаются топтать друг друга в грязь. So I can come out the winner. Чтобы я мог стать победителем. That's mundane. That's Это material. мирское материальное состязание. But spiritual competition means everybody's serving. Но духовное соперничество подразумевает служение всех. And to appreciate the service of others. Все служат, и мы все ценим и прославляем служение других. Because they're serving the same Потому что они person that I'm serving. служат той же самой личности, что и я. They have the same goal as I have. У них та же самая цель, что и у меня. So that's what Prabhupada is saying right here. Поэтому Прабхупада говорит об этом здесь. There may be rivalries and apparent competition between servants in performing service. Может быть, возникает что-то, что кажется соперничеством или состязанием, кажущимся состязанием между преданными в процессе исполнения их служения. But in the Vaikuntha planets, the service of another servant is appreciated, not condemned. Однако на Вайкунтхе служение других всегда прославляется и славится, и никогда не поносится. This is Vaikuntha competition. Это состязание, которое находится на планетах Вайкунтхи. There is no question of enmity between servants. Нет места вражды между слугами. Everyone should be allowed to render service to the Lord to the best of his ability. Нет места вражде между слугами. Каждому нужно позволить служить Господу в соответствии с его возможностями и способностями. And everyone should appreciate the service of others. И все должны ценить служение других. Such are the activities of Vaikuntha. Вот таковы деяния на планетах Вайкунтхи. Since everyone is a servant, everyone is on the same platform. Поскольку все слуги, все находятся на одном и том же уровне. And is allowed to serve the Lord according to his И ability. каждому позволено служить Господу в соответствии с его способностями. There's more, but point is made. На этом комментарий не кончается, однако мы хотели прочитать эту часть, чтобы подчеркнуть то, что So we have to learn also how to respect the service of others. Поэтому мы должны научиться уважать служение других. Takes a very good, clear thinking. И для этого нужно подходить, к этому нужно подходить с ясным сознанием. Clear thinking only manifests when one's heart becomes freed from pride, lust, and envy. Такое ясное сознание и мышление проявляется только тогда, когда сердце свободно от жадности, от зависти и вожделения. And if our hearts are not clear from pride, lust, and envy, we should be very, very careful in how we deal with others. Но пока наши сердца не свободны от вожделения, зависти и жадности, мы должны очень осмотрительно подходить к тому, как обращаемся с другими. And we should try not to create enmity based upon something that Srila Prabhupada said. И должны остерегаться создавать вражду, порождать вражду между преданными на основании того, что Прабхупада что-то когда-то сказал. This is not Vaikuntha atmosphere. Потому что это уже не будет атмосферой Вайкунтхи. Does that answer that question? Отвечает это на этот вопрос? Does anybody have any questions about the answer? Есть ли у кого-то вопросы по ответу, который прозвучал? Before I answer the next question? Перед тем, как я перейду к ответу на следующий вопрос. Потому что прозвучало, есть ли вопросы? Yes. Сейчас вот рекомендован для прослушивания курс «Гуру и ученик» в ИСККОН. Вот, он как-то может тоже мне помогать, то есть что-то может мне рассказать по этому? There is a recommended course nowadays which is introduced to ISKCON. It's called Guru and Disciple. Can you say a few words about that course, how applicable it is for resolving things like that we just discussed? I've never seen the course. Я сам даже не знаю, что в этом курсе. Anuttam Prabhu developed the course. Yeah, I know, but I've not seen it. Я знаю, кто составил этот курс, но я не видел, что в нем в этом курсе, какие материалы включены. I know it's been discussed as a good course. Я знаю, что о нем. And it's been mandated as an essential course. Я знаю, что о нем отзывались как о очень хорошем курсе, и знаю, что этот курс сделали обязательно. But for the GBC members, many of us, it wasn't available for us to actually see the whole course. Но нам, членам GBC, этот курс для многих из нас его также
даже не предоставили, чтобы мы его могли просмотреть. So we discussed the principles of the course. Сам курс. Мы, конечно, обсуждали принципы этого курса. And when I was in America, my god sister, she had the whole course in English. И одна моя духовная сестра, когда я был в Америке, она показала мне эту подборку этих материалов, все материалы курса на английском языке. Because she was going to teach the course. Потому что она собиралась преподавать этот курс сама. So that was the first time I actually saw the course, but it was a stack of papers this big. Первый раз я увидел материал этого курса воочию, однако это была такая стопка бумаги, документов. And I was so busy in America, all I did was carry the course around with me, and I never even got to open up the envelope. You did carry it around? I did carry it around, and I left it before I left. И я, конечно, у меня было очень много дел в Америке, и я очень много переезжал с места на место. Я возил этот курс с собой, эту кипу бумаги, но так и не досужился его открыть, чтобы просмотреть. И я оставил его там, перед тем, как уехать из Америки. So I can't speak about the course based on my own evidence of the first-hand evidence of the course. Поэтому я не могу ничего сказать об этом курсе из своего собственного опыта. So I don't want to misrepresent by saying, oh yes, I've read the course. I haven't read the course. Поэтому я не хочу создавать себе превратного впечатления, что я познакомился с этим курсом, могу составить о нем впечатление. Нет, не так. But I definitely trust those who compiled the course. Однако я, конечно же, доверяю тем, кто его составил. And I believe that what's in there is very relevant for everybody. И поэтому я верю в то, что материалы, вошедшие в этот курс, очень актуальны для всех. Is this a question about my answer? Это вопрос по моему ответу? Yes. Да? Подождите, пусть к вам микрофон придет вначале. Чисто теоретически хотела уточнить. Мы должны в качестве иерархии основываться на книгах Шрилы Прабхупады и на примерах возвышенных старших преданных, которые воплотили свою жизнь в наставление Шрилы Прабхупады, а может ли быть, что этих старших преданных будут разные мнения или что тогда делать с такой ситуацией? And she just wanted to clarify, as you said, here's what you said, is that the first level of evidence in the hierarchical order should be Srila Prabhupada's books, and also those devotees who have imbibed and enriched their lives by following Srila Prabhupada's instructions. And yes, they are at the top of the hierarchy. And her question is that what do we do if those senior devotees differ in their opinions about something that Prabhupada says? If the senior devotees differ in their opinion? Those whose loyalty to Prabhupada is unquestionable, what do we do if they differ? Well, that could be applied in many situations, not only just upon what Prabhupada said. Но этот вопрос можно задать по многим другим поводам, не только по поводу того, что Прабхупада сказал. Sometimes somebody may instruct us to do something, and somebody else who's also an authority, they say to do something different, what to do. Например, один старший преданный говорит нам делать что-то одно, а другой старший преданный говорит делать что-то другое. Что же нам делать? So, actually, if we want to resolve, getting back to your question, if we want to resolve something that about what Prabhupada said, we should follow the instructions of those who are most clearly represent Srila Prabhupada to us. И отвечая на ваш изначальный вопрос, что же нам делать, если мы слышим разные мнения по поводу того, что Шрила Прабхупада сказал, в этом случае мы должны следовать словам и наставлениям тех из этих старших преданных, кто в наших глазах наиболее ясно и чисто представляет Шрилу Прабхупаду. Until we can actually get those who are on the higher level to discuss amongst themselves to decide. Пока, конечно же, мы не сможем собрать в одном месте тех вот преданных, которые находятся на верхнем, на высшем уровне понимания, чтобы они между собой разобрались вначале, а потом уж нам говорили. What to do according to time, place, and Говорили, что делать в соответствии с временем, местным обстоятельствам. And if we can't get them to decide, then we should follow those who most clearly represent Srila Prabhupada. Если мы не можем как-то помочь им решить между собой вначале, то мы должны следовать тем из них, кто представляет Шрилу Прабхупаду наиболее ясно для нас. But we should still respect those who are in a position of authority, even though they may
appear to have a different opinion. Но мы должны, тем не менее, с уважением относиться к тем преданным, которые занимают руководящее положение, пусть при этом, They may have a different opinion. даже если у них при этом есть какое-то иное понимание. This is a very, very important point. Поэтому это очень важный момент. It is that we should be very careful not to draw something that our spiritual master said or some senior Vaishnava said and use it against the person who's in a position of authority. Это очень важный принцип. Другими словами, мы не должны использовать то, что сказал наш духовный учитель, другой старший преданный, против тех преданных, которые занимают руководящее положение. This is not what Srila Prabhupada wanted in the spirit of cooperation. Потому что Шрила Прабхупада не хотел, чтобы мы позволяли такому подходу портить дух сотрудничества. He expected the devotees to cooperate when he established that principle very high in his priority list. Он очень хотел, чтобы преданные учились сотрудничеству друг с другом, и этот принцип в его глазах был в самом верху списка приоритетов. If somebody in a position of authority and we've accepted that authority, then we should cooperate. Если кто-то занимает такое руководящее положение и принял на себя эту ответственность, мы должны быть готовы к сотрудничеству с ними. Even if there may be evidence, or we may have an opinion that something is different than what we're being told to do. Даже если их мнение по каким-то вопросам расходится с тем, что нам сказали делать. But unless we're told to do something which completely contradicts the regulative principles. Но если они говорят нам, конечно, за исключением тех случаев, когда они говорят нам делать что-то совершенно идущее вразрез с 4 регулирующими принципами, we should cooperate. Мы должны сотрудничать с ними. So cooperation doesn't mean that we have to accept that what I'm being told to do is the absolute siddhanta. Разумеется, сотрудничество также означает, что мы не должны относиться ко всему тому, что нам сказали делать, как абсолютной сиддханте. But Prabhupada wants us to cooperate. Но Прабхупада хотел, чтобы мы сотрудничали. So why not cooperate? Почему бы не сотрудничать? What's so difficult about cooperating? Что в этом такого сложного? Are we going to lose everything if we cooperate? Что неужели мы все потеряем, если начнем сотрудничать друг с другом? So cooperation should be there. Поэтому должно быть сотрудничество. Now more questions. Oh boy. Этот ответ вызвал еще больше вопросов, похоже. У меня вопрос немножко другой. Говорила, что не должно быть, как сказать, между вайшнавами не должно быть розни, не розни, а каких отношений. И, может быть, это не так сильно распространено, но лично меня это иногда задевает, так волнует, потому что помимо ИСККОН есть также другие вайшнавские организации, хотя не часто, но бывает, что встречаешься с представителями других вайшнавских организаций, они являются тоже вайшнавами, но тем не менее чувствуется определенное напряжение в отношениях, да, и может быть даже некоторая недоброжелательность. И вопрос, как вести себя в данной ситуации. Потому что, они же вайшнавы, но при этом из-за каких-то различий существует какое-то, может, предубеждение или некоторое напряжение в отношениях, некоторая недоброжелательность. Может быть, даже недоброжелательность. По крайней мере... По-английски. Sometimes we are meeting the members of other Vaishnava. Sometimes we're what? Other Vaishnava institutions. Sometimes we're meeting. Is that what you said? We meet. Yeah. We meet. And we can feel some tense in our relationship, with some maybe untrust. But it's said that should mean not be disunity between the Vaishnavas. They are also Vaishnavas, and how to deal and how to feel when we meet the members of other Vaishnava institutions. By respecting them. Мы как с ними общаться, уважительно общаться. We respect them as Vaishnavas. Why should we have to argue with them? Мы уважаем их как вайшнавов, зачем нам с ними спорить? If we have a particular conviction based upon our source of convictions in spiritual life, why do we need to argue? Но если у нас определенные убеждения есть, основывающиеся на источнике нашей убежденности в духовной жизни, зачем с ними спорить на эту тему? And if their sole motivation is to undermine your convictions, then we have to question what their purpose is.
Если, тем не менее, их единственным мотивом является подрывать нашу убежденность, тогда мы должны задаться естественным вопросом, а зачем они так делают? Because that's also not Vaishnava mentality. Так не поступают, так не ведут себя. So we should not unnecessarily get into arguments with them. Respect them. Мы не занимаемся пустопорожними спорами с ними, просто уважаем их. Many people who have Kanishta mentality think they're actually beyond Kanishta mentality. Некоторые канишки думают, что они уже находятся за пределами уровня канишки. They think, oh, because I've accepted high person, therefore I'm high too. Некоторые канишки думают, что поскольку они приняли прибежище очень возвышенного вайшнава, вот они тоже очень возвышенные. Doesn't mean they're high. If they're just as Kanishta, if they display the symptoms of Kanishta, then we have to see them for what they are. What is Kanishta? Это еще не означает, что они не канишки, потому что они проявляют все признаки канишки, то мы должны к ним так относиться. Как Kanishta cannot respect others. Канишки не могут уважать других. He thinks it's just him and his relationship with God or relationship with a high person, but he doesn't have any respect for others. Но они думают, что их отношения только с Богом и высокопоставленным духовным наставником, и они не умеют уважать других. And Jiva Goswami says in his commentary in the 11th canto of the Bhagavatam of that verse about the Majjhima Adhikari. Джива Госвами говорит об этом в своем комментарии на Шримад Бхагаватам, описывая качество Мадхьяма Адхикари. He says that Vaishnava cannot respect other Vaishnavas. Он говорит, что вайшнав не умеет уважать те вайшнавы, которые не умеют уважать других вайшнавов. He's useless for preaching. Они бесполезны для проповеди. So if they cannot respect, why should we listen? Если они умеют уважать, зачем к ним прислушиваться? Respect them. They're Kanishta, but we respect them from a distance. Они канишки, поэтому уважаем их на постительном расстоянии. Why do we need to argue? Зачем с ними спорить? I have other questions here. У меня есть много вопросов еще оставшихся. And I literally have 10 minutes to answer them. И у меня осталось 10 минут на ответ на эти вопросы. I'll go a little bit later, but I should start answering some of the other questions. Я немного продолжу свою встречу, то есть продлю нашу встречу сегодняшнюю, но должен сейчас уже начать отвечать на другие вопросы. Well, I think I already answered this question. Похоже, я уже ответил на один из этих вопросов. No, about what is our goal in ISKCON? Вопрос, который касался того, какова цель ИСККОНа нас всех. When we meet other people who ask us the question. С другими преданными, с другими людьми, которые задают нам такой вопрос, какая ваша цель в ИСККОН? What is our goal? I can answer this one quickly without having to read the whole question. Я могу ответить на этот вопрос, какова наша цель в ИСККОН, без необходимости читать весь вопрос. With a story, a famous story. Это известная история. Prabhupada. Я использую эту историю как ответ на этот вопрос. It was 1975 in Atlanta. В 1975 году в Атланте. And in 1975, Prabhupada was really pushing the distribution of his books. И Шрила Прабхупада в 1975 году изо всех сил пытался распространить, усилить распространение книг. I mean, Prabhupada would make many statements, quotes, things that he was saying, because book distribution was really accelerating. Prabhupada was creating that competitive spirit between temples. Шрила Прабхупада подталкивал преданных к распространению книг изо всех сил, и было очень много цитат как раз из этого времени, того времени, того года, который Шрила Прабхупада пытался создать такой дух соперничества между преданными различных храмов. And Prabhupada was literally driving the devotees mad. И Прабхупада своими высказываниями просто с ума сводил преданных, буквально. To go out and distribute his books. Буквально в смысле слова они сходили с ума по распространению книг. Then in 1975, Prabhupada was leading a huge gathering of devotees who came to see him in Atlanta. В 1975 году Шрила Прабхупада встречался с огромной группой преданных, которые специально приехали на встречу с ним в Атланте. And one devotee asked Prabhupada a question. И один преданный задал Шриле Прабхупаде вопрос. And he was holding one of Prabhupada's books. При этом, задавая вопрос, он держал в руке книгу Шрилы He said, Прабхупады. Prabhupada, what pleases you the most? И преданный, размахивая книгой, сказал Прабхупаде: Шрила, что вас больше всего удовлетворяет? Of course, Prabhupada would say that you distribute my books. Ожидая, что Прабхупада, конечно же, скажет:
Больше всего меня удовлетворяет распространение моих книг. Prabhupada didn't say that. Но Прабхупада так не сказал. Prabhupada said that you love Krishna. Прабхупада сказал, что меня больше всего удовлетворяет, если вы любите Кришну. That was it. Это был его Answer to the question. ответ на этот вопрос. All questions answered. Все вопросы сразу были отвечены этой фразой. That was Prabhupada's goal. В этом была цель Шрилы That's Прабхупады. why he started the International Society for Krishna Consciousness. Именно ради этого начал Международное общество сознания Кришны. He engaged us in many different varieties of ways. И он занимал нас самыми разнообразными способами служения. But he was always very, very careful to remind us what is the goal. Но он всегда напоминал нам о том, в чем заключается цель. So we have to follow in his footsteps and remember what the goal is. Поэтому мы должны следовать по стопам Шрилы Прабхупады, чтобы помнить о том, в чем цель. Why Prabhupada established the International Society for Krishna Consciousness. Зачем Шрила Прабхупада основал это движение сознания Кришны? We want to develop our love for Krishna. Мы хотим развить любовь к Кришне. Okay, that answers that question, although I didn't read the whole question. Это отвечает на этот вопрос про цель ИСККОН, хотя я весь вопрос не прочитал. This is a little long question, but I think it's relevant. I'll read it. Нет, немного длинный вопрос, но поскольку он актуален, я его прочту целиком. I think sometimes that we are a society of lonely people. Okay. There are formal programs to which people come, listen to a lecture, take prasadam, and leave. But such programs provide practically no facilities for building spiritual friendship. Sometimes devotees find it difficult to speak just about Krishna and share their realizations, and thus relations are built on a material rather than spiritual basis. And many devotees also have insufficient time or desire to simply meet with each other and really talk about Krishna. How, given all that, should we build spiritual friendship? Вопрос. Мне иногда кажется, что у нас общество одиноких людей. Есть просто формальные программы, на которые люди приходят, слушают лекцию, едят просад и уходят. Но вот такие программы практически не дают возможности построить духовные дружеские связи. Бывает также, что преданным тяжело говорить просто о Кришне, делясь какими-нибудь реализациями. И отношения формируются не на духовной основе, а на материальной основе. И многим преданным не хватает времени или желания, чтобы просто встретиться и почитать, и поговорить о Кришне. Как, учитывая все это, нам строить дружеские духовные отношения? Well, this first sentence says, I think sometimes we're a society of lonely people. Первая фраза этого вопроса: мне иногда кажется, что у нас общество одиноких людей. There may be some substance to that. И есть какое-то основание для того, чтобы так говорить. But we also have to be careful of Atmavan Manyate Jagat. Но мы при этом также не должны поддаваться этому пониманию, что Атмаван Маньяте Джагат. Atmavan Manyate Jagat means literally that if my glasses are tinted blue, then the whole world is blue. Атмаван Маньяте Джагат буквально означает, что если в моих очках синие стекла, я весь мир синим вижу. So in other words, we tend to see everything according to our own perspective. Другими словами, у нас есть склонность видеть все сквозь собственную призму или Somebody восприятие. tries to say, why you say that wall's blue? It's pink. Кто-то может сказать: да почему ты думаешь, что эта стена синяя, она же розовая. Looks blue to me. Но мне кажется, что синяя. Take off your glasses. Сними очки. Oh. О, да, точно розовая. So we have to be careful of Atmavan Manyate Jagat. Поэтому должны остерегаться такого миропонимания Атмаван Маньяте Джагат. It is to assume that the society, we are a society of lonely people. И просто считать, что да, вот действительно все мы это общество одиноких людей. What is the basis of loneliness? И каково основание или предпосылки для одиночества? Generally we feel lonely because we feel that nobody cares for us. Мы чувствуем себя одиноким, потому что считаем, что о нас никто не заботится. Nobody needs us. Никому мы не нужны. Nobody there's nobody to talk to. Не с кем поговорить. There's so many different reasons why we can feel lonely. И много других таких причин или предпосылок для одиночества, может быть. Generally, those who are in excessive need may feel lonely. И такие люди, excessive need of what? Они Need.
То есть есть люди, которые испытывают определенные неудовлетворенные потребности, чрезмерные потребности. Вот такие люди становятся часто одинокими. And therefore, our Krishna consciousness movement is meant to fill the vacuum of that need. И наше движение сознания Кришны должно заполнить вакуум. That everybody needs to know what is their relationship with Krishna. Потребности. На самом деле каждый нуждается в том, чтобы узнать свои взаимоотношения с Кришной. Everybody needs to be reminded that they are eternal servants of Krishna. Всем нужно напоминать, каждый нуждается в напоминании о том, что он или она вечные слуги Кришны. Everyone needs to hear about Krishna. И все нуждаются в том, чтобы слушать о Кришне. Everyone needs to associate with others who have a similar inclination to hear and chant about Krishna. И у всех есть потребность общаться с теми же преданными, у которых есть такая же потребность слушать о Кришне и воспевать его славу. No, and all of those needs, Krishna is put at the center. И во всех этих потребностях, которые мы перечислили, Кришна находится в центре. Because the greatest need in human society is Krishna consciousness. Потому что самая большая потребность и нужда в человеческом обществе — это в сознании Кришны. Srila Bhaktisiddhanta used to say that everything else in this world is available in complete abundance, but what is lacking is Krishna consciousness. Шрила Бхактивиданты Свами Прабхупады говорил, что в этом мире есть все с избытком. Единственное, чего по-настоящему не хватает, это сознание Кришны. So Srila Prabhupada, his intention was to fill the vacuum by giving everyone what they needed the most. И Шрила Прабхупада намеревался заполнить этот вакуум в потребностях людей, чтобы дать им то, в чем они по-настоящему нуждаются больше всего на свете. But every one of us, in due course of time, we come to realize that I have other needs also besides Krishna. Но с течением времени каждый из нас сталкивается с тем фактом, что нам нужно еще что-то, кроме Кришны. How do I have those needs fulfilled and at the same time I don't forget that the most important need is Krishna consciousness? Так как же удовлетворять эти другие сторонние потребности и нужды, при этом не теряя из виду самую главную цель и потребность сознания Кришны? And therefore, when we sometimes become overwhelmed by the other needs that we need because we feel that Krishna consciousness can't do it all for me right now. Иногда мы думаем, что сознание Кришны не может решить все мои проблемы и дать мне исполнить все мои чаяния и потребности, и поэтому я должен в данный конкретный момент времени, и поэтому я отвлекаюсь на какие-то другие сторонние нужды и заботы. We may look around us and find that actually I'm not getting that need fulfilled. И мы при этом можем осмотреться вокруг и понять, что мы не осуществляем эту конкретную потребность или нужду. And I have to kind of hone in now because of my time limitation. Я должен сейчас очень лаконично сказать, ответить на этот вопрос, потому что время мое ограничено. But if you study and hear a lot of the instructions that I speak about, но если вы послушаете и прочитаете очень много моих наставлений на эту тему, I can't come up with probably an accurate. I might have to ask Mother Mohan, because she usually translates my lectures, of what percentage of my instructions are about relationships between devotees. Но я тут, похоже, должен спросить у Мадхана Мохан Даса о том, потому что он постоянно переводит мои лекции, и спросить о том, какой процент моих лекций посвящен принципу построения взаимоотношений между преданными. But I would say that more than half of my instructions, more than half, are on this topic. Но я бы сказал, что, наверное, больше, чем половина моих наставлений касается именно этого. That everyone needs relationships with devotees. Я постоянно в этом твержу, о том, что всем из нас необходимы отношения с преданными. And then those instructions are filled in with how to have meaningful relationships with devotees. И those instructions that everyone needs relationships with devotees are filled in with how to have meaningful relationships with devotees. И эти наставления о том, что нам нужно иметь взаимоотношения с преданными, также дополняются или наполняются практическими рекомендациями о том, как именно и как конкретно строить эти взаимоотношения с другими преданными. And what it really comes down to is how much are we willing to invest in meaningful relationships with devotees. И на самом деле все сводится к одному вопросу, о том, насколько мы сами со своей стороны готовы вложить в такие глубокие, удовлетворяющие нас взаимоотношения с другими преданными. It takes an investment. На самом деле требуется с нашей стороны вложение. And
And if we want to invest in something, we have to be willing to give something. Мы должны вкладываться в эти отношения, и для того, чтобы вкладываться, нужно быть готовым давать что-то другим. If you want to get good returns for your investment, that means you have to be willing to give something to get a good return. Как с инвестициями, если хотите вложиться во что-то выгодное, вы должны готовы потратить какие-то деньги, чтобы потом получить прибыль. I heard a nice quote recently. Недавно я слышал замечательную цитату. Sachinanda Maharaj was quoting Bhakti-tirtha Maharaj. Сачинанда Махарадж цитировал Бхактиведанты I Свами. heard it just a few days ago. Несколько дней назад я слышал He was замечательную цитату. quoting Bhakti-tirtha Maharaj and giving a definition of humility. Бхактивиданта Махарадж, то есть Сачинанда Махарадж цитировал Бхактивиданта Махараджа, который давал определение смирения. Что такое смирение? He says humility doesn't mean that we think less of ourselves. It means that we think of ourselves less. По-русски очень сложно сказать так же красиво, но можно сказать так, что смирение означает не думать о себе плохо, а думать о себе меньше. I thought it was a very good quote. Очень хороший I liked цитата. it. That's how I remembered it. Я поэтому запомнил эту цитату. Sometimes people think humility means, oh, I'm fallen, I'm useless, nobody needs me. Потому что иногда думают, что смирение означает, вот, я такой падший, бесполезный, никому не нужный, Lower than a piece of stool. ничему не пригодный, хуже куска испражнений. And sometimes we become so infatuated, thinking less of ourselves, that we become disappointed, Иногда мы depressed. так поддаемся такому самоуничижительному мнению о себе, считая это смирением, что погружаемся в депрессию. So, humility means that not that we think less of ourselves, but we think of ourselves less. Поэтому смирение означает не думать о себе плохо, а думать о себе меньше. That means we should be thinking about others. Это означает, что мы должны думать о других. And the more we actually think about others and how to have meaningful relationships with others, И чем больше мы думаем о других, о том, как строить с ними такие глубокие взаимоотношения, by being able to respect others. и учась уважать других. In fact, recently also, I think I can find it quickly, so I'll find it. Я надеюсь, что смогу быстро найти это высказывание, которое мы недавно обсуждали. It was a quote from the 4th canto of the Bhagavatam. Do you remember the verse? Цитата 4-й песни Шримад Бхагавата. Do you remember the verse? Oh, I found it very quickly. It's the 4th canto. 4-й песни Шримад Бхагавата. The verse is, every man should act like this. И каждый должен действовать так. When he meets a person more qualified than himself, he should be very pleased. Когда кто-то встречается с тем, кто превосходит его в чем-то, он должен быть очень счастлив этого. When he meets someone less qualified than himself, he should be compassionate toward him. Встречаясь с кем-то, кто уступает ему в компетенции или качествах, нужно проявлять к нему сострадание. And when we meet someone equal to himself, he should make friendship with him. А встречаясь с равным себе, нужно заводить дружбу. In this way, one is never affected by the threefold miseries of this material Таким world. образом, человек никогда не будет подвержен тройственным страданиям материального мира. Now, someone may say, we need to understand this verse. Кто-то может сказать, нужно очень понять глубоко этот стих. We all need to diminish the effect of the material world. Потому что мы все нуждаемся в том, чтобы свести к минимуму влияние на материального мира. And one who invests in relationships in this way can actually become never affected by the threefold miseries of the material world. Но человек, который таким образом строит свои отношения с другими, никогда не подвержен тройственным страданиям материального мира. Prabhupada makes, as he always does, a very wonderful point in the commentary. В своем комментарии Шрила Прабхупада открывает этот момент очень просто блистательно, как он обычно делает. Generally, when we find someone more qualified than ourselves, we become envious of him. Обычно, когда мы встречаемся с кем-то, кто превосходит нас в чем-то, мы начинаем завидовать такому человеку. When we find someone less qualified, we deride him. А когда встречаемся с кем-то, кто уступает нам в чем-то, то высмеиваем его. We talked about this yesterday, actually. Мы вчера об этом говорили. Right? But the worshippers of goddess Chandi, how they were deriding Kulavich Мы Sridhara. говорили о том, как те, кто поклонялись богине Чанди, высмеивали Куlavича Шридхара. They were envious, actually, of him, of his exalted position. На самом деле они завидовали ему его возвышенному духовному положению. And when we find someone equal
we become very proud of our activities. А когда мы встречаемся с равными нам, то начинаем кичиться своими достижениями. These are the causes of all material tribulations. Вот в этом заключается корень всех материальных страданий. The great sage Narada therefore advised that a devotee should act perfectly. Поэтому мудрец Нарада советует нам вести себя безупречно. Instead of being envious of a more qualified man, one should be jolly to receive him. Вместо того, чтобы завидовать более компетентным людям, мы должны быть рады встрече с ним. Instead of being oppressive to a less qualified man, one should be compassionate toward him. И вместо того, чтобы пренебрегать или насмехаться над тем, кто уступает нам в чем-то, нужно проявлять к нему сострадание, Just to raise him to the proper standard. чтобы помочь ему подтянуться до должного уровня. And when one meets an equal, instead of being proud of one's own activities before him, one should treat him as a friend. И когда мы встречаемся с равными, нам вместо того, чтобы кичиться перед ним своими достижениями, нужно заводить с ним дружбу, относиться к нему как к другу. One should also have compassion for the people in general who are suffering due to forgetfulness of Krishna. Нужно также относиться с состраданием к обычным людям, которые страдают из-за забвения Кришны. These important functions will make one happy within this material world. Это очень важные аспекты нашего поведения, они смогут дать нам счастье, живя в материальном мире. So we should be very careful in our relationships with devotees. Поэтому мы должны очень осмотрительно подходить к тому, как строим отношения с преданными. If we want to feel happiness, fulfillment in the society of devotees, we should learn how to relate according to these three categories. Если мы хотим испытывать счастье, хотим испытывать чувство удовлетворенности в обществе преданных, мы должны строить отношения с другими преданными на основе этих принципов. If we want to derive benefit from those who are more advanced, then we should be very happy to receive them and inquire from them. Если мы хотим обрести благо от общения с более старшими, чем мы, тогда мы должны быть очень рады встрече с ними и должны пытаться научиться у них чему-то. We should be compassionate upon those who are less qualified. Должны проявлять сострадание к тем, кто уступает нам в своей духовной компетенции. And although in many cases, if one is very sincere, they may be able to find that there's very few people less qualified than themselves. Однако, конечно же, если преданный очень искренний, то он может с трудом найти тех, кто уступает ему духовной компетенции. But nonetheless, if they see others who are unfortunate and don't have any contact with devotees, then they should feel compassionate with them. Но если речь идет о таких неудачливых людях, у которых вообще никаких отношений с преданными нет, по отношению к таким людям нужно чувствовать сострадание. And instead of being proud when we're with equals, we should try to become friends with them. Вместо того, чтобы гордиться самими собой, своими достижениями, общаясь с равными, мы должны развивать с ними дружбу. Because the tendency is when we're with equals is that we become proud of our own position. Потому что когда мы общаемся с равными, мы начинаем гордиться тем, что из себя представляем. And we try to make our position better so that we don't have to treat them as equals. И мы пытаемся приукрасить свое положение, чтобы нам не приходилось относиться к этим людям как к равным себе. But on the contrary, in the association of equals, Но напротив, then one should be willing to actually see them as superior. напротив, общаясь с равными, мы должны быть готовы видеть в них превосходящих себя в чем-то. And please them, render service to them. И пытаться радовать их чем-то, каким-то служением. And you might find that in the association of equals, by investing in friendly relationships, you might get something very much that you need. И мы можем обнаружить, что вкладываясь таким образом в отношения с равными, делая что-то для них, мы сможем получить от них что-то, в чем очень сильно нуждаемся сами. And that is a friend. Это друг. Everyone needs a friend. Дружба. Мы все нуждаются в дружбе. But we have to invest in having friendly relationships. В дружбе, в сознании Кришны мы должны вкладываться в дружбу. We have to be willing to think less of ourselves. Мы должны быть готовы думать меньше о себе. Think in the way that I meant to say it. Not that we think ourselves very low, but we think of ourselves less and think of them more than ourselves. Как мы уже объяснили, не думать о себе хуже, а думать о себе меньше. И больше думать о других, как о друзьях. Let me do something for them. Хочу что-то сделать для них. Let me render some service, assist them in their service. Хочу помочь им в их служении, что-то сделать для них в их служении. Let me do something that will actually help them in rendering service to their spiritual master. Хочу помочь им как-то в служении их духовному учителю. Let me inquire from them. Я хочу задать им какие-то вопросы. Let me inquire confidentially.
доверительные вопросы, может быть, даже. So I can reveal my mind in confidence to them. Чтобы я мог также со своей стороны открыть ум доверительный им. It requires an investment. Вот для этого требуется вложение. And if we can't find anybody that's worth investing in, Если мы не можем никого найти, кого бы стоило бы вкладывать, как мы думаем, then we really need a lot of help. тогда мы нуждаемся очень сильно в помощи сами.